Когда в нашу Солнечную систему влетает гость из межзвездных глубин, это всегда событие. Комета 3I Atlas всего лишь третий подобный странник, когда-либо зафиксированный человечеством. И, как подобает редкому гостю, он ведет себя не совсем адекватно. Но обо всем по порядку. За последнюю неделю 4 мощных телескопа Хаббл, Тесс, Сферикс и Джеймс Уэбб подтвердили, что эта комета играет не по привычному сценарию, что еще больше привлекает внимание общественности. Ее кома, то самое облако газа и пыли, окружающее ядро, оказалось необычайно богато углекислым газом. Воды, которая обычно доминирует у комет, здесь оказалось в 8 раз меньше. Возможно, ядро этой кометы изначально формировалось там, где линия углекислого льда была ближе всего, в холодных окраинах ее родной протопланетной системы. А может, ее лед пережил миллионы лет интенсивного радиационного облучения, что изменило баланс. Есть и третье объяснение. Внутренняя структура ядра может зажимать сублимацию воды, зато свободно выпускать углекислый газ. При этом никаких ярких хвостов или характерных газовых струй, так называемых джетов, пока замечено не было. Комета словно хранит силы, готовясь к большому выступлению, но или вступлению в контакт, учитывая тему нашего ролика. 29 октября этого года 3I Atlas подойдет к Солнцу ближе всего. Но для земных наблюдателей этот момент останется скрыт в его ярком сиянии. Возможно, настоящее шоу начнется позже, когда комета начнет удаляться и пройдет ближе к Земле. В марте ее путь проведет мимо Юпитера, и есть шанс, что ее взглядом поймает зонд Юнона. Объект явно готов преподнести нам еще один сюрприз, или даже несколько. На сегодняшний день нам известно следующее, суммируем. Он перемещается со скоростью около 58 км в секунду, что делает его самым быстрым из обнаруженных межзвездных курьеров. Его диаметр оценивается примерно в 11 километров 200 метров, что также делает его крупнейшим из известных гостей Солнечной системы. Анализ траектории показал, что 3I Atlas, вероятно, прибыл из плотного диска Млечного Пути, где находятся старые звезды, скорее всего, красные карлики. По одной из оценок, его возраст может составлять от 7 до 14 миллиардов лет, что потенциально делает его старше Солнечной системы. Он имеет видимое газопылевое облако диаметром до 26 тысяч километров и пылевой хвост длиной не менее 25 тысяч километров. Необычайно крупные размеры, очень длинный хвост, способность кометы выделять больше углекислого газа, чем воды, и никель без железа послужили толчком к новому исследованию. Оно предполагает, что этот гость вовсе не комета, а межпланетный корабль. Уже само слово «межзвездный» звучит как вызов. Мы привыкли, что кометы и астероиды свои, солнечные, но тут что-то чужое, прилетевшее из глубин космоса. Поэтому неудивительно, что вместе с новостью о 3I Atlas в медиапространстве вспыхнули десятки заголовков. Инопланетный корабль, зонд другой цивилизации, угроза Земли, мы все умрем? Так-то да, рано или поздно. Уже не секрет, что история с этим объектом породила шквал гипотез, включая идеи о беспринципных пришельцах. Но почему же так происходит? Неужели так скучно жить? Прежде чем нападать на друг друга с критикой, стоит задуматься вот о чем. Дело в том, что когда 3I Atlas только открыли, он сразу показался необычным. И это правда. Объект двигался по гиперболической траектории, то есть его путь был слишком разогнанным, чтобы удержаться в Солнечной системе. Это уже означало одно – он прибыл из межзвездного пространства и никогда больше не вернется. Такие гости чрезвычайно редки. И каждый раз, когда человечество сталкивается с чем-то новым и абсолютно фантастическим, неизбежно рождаются легенды и мифы. Будь то лохнесское чудовище, снежный человек или честный политик. В случае с межзвездными объектами логика была проста. Если они чужие, то, может быть, и сделаны чужими щупальцами. А Моамоа, например, удивил астрономов тем, что ускорялся так, словно его подталкивало давление солнечного света, а не только гравитация. С третьим межзвездным происходит что-то подобное.
Это показалось настолько странным, что один из некогда известных астрофизиков, Ави Лёб, переквалифицировался в уфолога, который прямо предположил: мы видим не камень, а обломок искусственного паруса. И тут СМИ тут же ухватились за инопланетный корабль, а маркетологи за продажи фольги. Так уж вышло, но люди склонны искать намерения там, где есть загадка. Если объект прилетел откуда-то из глубин космоса, значит, кто-то его отправил. Если он ведет себя необычно, значит, он что-то скрывает. А если он движется мимо Земли, то его цель – земляне. Загадочно? Да, с этим сложно поспорить. Какие же аргументы выдвигают сторонники инопланетной гипотезы? Прежде всего, указывает на необычность самих траекторий межзвездных объектов. Ведь, чтобы оторваться от родной звезды, объект должен уже обладать либо колоссальной скоростью, либо быть выброшенным каким-то мощным гравитационным процессом, а ведь это кажется редким событием, а потому подозрительным. Второй аргумент – форма и поведение. Для многих 3I Atlas показался астрономам вытянутым и плоским, и при этом демонстрировал не совсем понятное ускорение, что было схожим с межзвездным объектом Оumuamua. Третий момент – культурный. Люди воспитаны на историях и визитерах из космоса. Мы видим фантастические фильмы, читаем романы и воспринимаем любую астрономическую новость через фильтр этих сюжетов. Поэтому сама идея инопланетного зонда воспринимается не как безумная фантазия, а как вариант, достойный обсуждения. И это совсем неплохо. Четвертый момент – таинственное мерцание, о котором начали говорить совсем недавно. Некоторые астрономы и фотографы отмечают на снимках кометы 3I Atlas странные вспышки света. На данный момент нет научных подтверждений того, что объект излучает огни, напоминающие НЛО. Скорее всего, это оптические помехи на фотографиях или отражение света от ледяной поверхности кометы. Тем не менее, необычное проявление кометы породили живой интерес и спекуляции в научном сообществе. Для некоторых наблюдателей эти вспышки ассоциируются с кадрами из фильмов «Контакт» и «Прибытие». В «Контакте», например, ученые фиксируют таинственные сигналы из космоса, которые могут быть посланиями внеземных цивилизаций, а в «Прибытии» странные объекты на небе вызывают вопросы о намерениях инопланетян и о том, что человечество едва догадывается о масштабах Вселенной. Таким образом, перед нами возникают две версии происходящего. Одна строго научная и рациональная, объясняющая все отражениями и ледяной поверхностью, а другая почти фантастическая, рождающая мысли о внеземных сигналах и тайнах космоса, которые человечество пока не в состоянии разгадать. Именно эта двойственность превращает наблюдение за 3I Atlas в настоящий космический детектив. И чтобы наконец разрешить этот вопрос, астрономы предложили нестандартный способ его изучения. Перенаправить к нему одну или несколько уже действующих межпланетных станций. Однако ни НАСА, ни другие космические агентства пока не откликнулись на эту инициативу, а часть возможностей уже упущена. Такая ситуация выглядит удручающе в глазах мирового научного сообщества и подталкивает исследователей к поиску новых решений. Например, появилась новая идея от проекта SWRI, где участники проекта задали простой, но амбициозный вопрос: можно ли догнать межзвездную комету? Ведь такие объекты пролетают мимо очень быстро, а времени на подготовку обычно нет. Чтобы это сделать, нужен зонд, но необычный. Он должен развивать огромную скорость и стартовать в течение нескольких лет после открытия цели. А для этого нужно использовать гравитационные маневры, мощные ракеты и даже электрические двигатели. И все это для того, чтобы догнать 3I Atlas или его будущих собратьев. Проблема в том, что технически это чрезвычайно сложно. Пока что. Ведь межзвездные объекты движутся со скоростью в десятки километров в секунду. И догнать их значит создать миссию, превосходящую все, что человечество запускало раньше. Возможно ли подобное? Непременно, когда технологии немного подрастут. А пока 3I Atlas напоминает нам, что Солнечная система не изолирована. Время от времени сквозь нее пролетают загадочные гости из других миров. Объект показал, как легко человеческое воображение превращает науку в фантастику. От огромного ледяного тела
до инопланетного зонда, выжигающих плохишей. И именно это делает 3i Atlas особенным. Тайна его происхождения и природы еще не разгадана полностью, но люди, впервые услышавшие о комете через заголовки о пришельцах, начинают больше понимать об астрономии, следить за орбитами и задаваться вопросами о Вселенной и космосе в целом. Пусть они приходят через миф, фантастику или хайп, важно одно – рано или поздно они придут к науке. Когда-нибудь мы построим корабли и сверхбыстрые зонды, способные догонять такие таинственные объекты и исследовать их вблизи. И кто знает, возможно, один из них действительно окажется искусственным, созданным разумной инопланетной цивилизацией. Представьте себе, миллиарды километров пустого космоса, и вдруг перед нами след чужой технологии. Загадка, которую оставили существа, чьи знания и возможности далеко превосходят наши. 3i Atlas напоминает нам, что космос полон неожиданностей, и, быть может, именно он станет тем самым порталом, через который человечество впервые заглянет в миры, где действуют законы, чуждые нашему пониманию, и где разумы, оставившие свои следы, ждут, чтобы их нашли. Ну а теперь честно, вы ведь тоже хотели бы, чтобы это оказались инопланетяне, правда? Но вопрос почему? В любом случае мы будем следить, ждать и изучать, потому что тайна 3i Atlas еще до сих пор не раскрыта.